Привет! Приехал заказанный SALI-адаптер для MacBook Pro 2015 для подключения SSD формата M2 NVMe. В комплекте с ним идет крестовая отвертка, болт и гайка. А для его установки потребуются инструменты для открытия нижней крышки. Отвертка звездочка Pentalobe 1.2 и T5. Таковые можно найти на Али, ну а я буду использовать универсальный набор отверток, купленные на Пражке. Все необходимые ссылки на инструменты будут в комментарии к данному видео. Положив ноутбук нижней крышкой кверху, произведем удаление болтов с помощью Pentalobe 1.2. После их удаления открываем крышку. Признаюсь, MacBook никогда не открывал сам, поэтому, чтобы не повредить, решил загуглить, как это делать у других блогеров на видео. Получив всю необходимую информацию, я, недолго думая, взялся за свой аппарат и приступил к вторжению. После некоторых попыток мне все-таки удалось снять нижнюю крышку и попасть в святую святых данного девайса. Я предварительно подготовился, изучил, что прежде нужно отключить аккумулятор. Это решил сделать двумя отвертками. Затем с помощью T5 мы откручиваем родной SSD Apple. У меня был установлен накопитель объемом 128 ГБ, что на сегодняшний день считаю мизерным объемом для хранения информации. Напоминаю, с Али приехал всего лишь переходник для подключения M2 дисков. Также у меня был заказан SSD Samsung EVO 970 объемом 500 ГБ. Сейчас его можно найти недорого, за 6-8 тысяч рублей. Согласитесь, это недорого для замены SSD на MacBook по сравнению с оригинальным за 25-27 тысяч. Подключив его в переходник, устанавливаю этот бутерброд в разъем SSD, подключаю питание, заклеиваю защитную пленку и закрываем крышку. Между делом хочу сказать, когда я его заказывал, переживал, что с данным SSD от Samsung он не сможет работать. У большинства в комментах были проблемы с режимом сна и советами о том, как выключается прошивка накопителя. Но как ни странно, в дальнейшем, протестировав его, я ничего подобного не заметил. Возможно, по причине того, что устанавливал чистую систему, не восстанавливаю ее из резервной копии. Закрутив все болты, подключаем флешку с системой и через зажатую клавишу Option загружаемся с флешки. Далее нас ожидает окно установщика macOS, где мы размечаем диск и запускаем стандартную установку системы. О том, как создать установочную флешку, я расскажу в следующем видео. Я установил последнюю на сегодняшний день macOS Catalina 10.15.4. Установка выполняется в среднем 15-20 минут. За это время можно немного отдохнуть, заварить чай. Ну а в дальнейшем, после установки нам нужно совершить небольшую настройку. Это войти через свой Apple ID, ответить на пару настроек по персонализации системы, синхронизации фото, браузера и настройка экранного времени. Затем перед вами откроется чистая система, которую мы настроим по своему вкусу. Я запустил тест скорости накопителя от Blackmagic, на него будет ссылка в описании. Он показал приятные результаты, немного превосходящие стандартный накопитель Apple по скорости работы. Результаты можно увидеть на экране. Если понравилось, ставь лайк и подпишись, мне будет приятно.